Мира ехала по безлюдной дороге, погруженная в свои мысли. Холодный ветер пронизывал ее лицо, и казалось, что ни один человек не проходил по этому участку давно. Дорога была извивающейся и покрытой мелким песком, а за ней тянулись поля, где ветер шевелил траву, создавая кажущееся живым море зелени. Внезапно ее взгляд упал на заброшенный дом, который когда-то был полон жизни. Здесь шумели дети, смеялись взрослые, а на крыльце сидели старики, рассказывая удивительные истории, делая маленькие чудеса в обыденной жизни. Теперь же дом выглядел как забытое место, скрытое от глаз людей, и казалось требующее вмешательства. Поручни провисали, окна были заколочены, а крыльцо было устлано мхом и травой. Этот облезлый вид навевал зловещие мысли, и Мира почувствовала, как сердце ее забилось быстрее. Ей стало интересно, что произошло в этом доме, и кем живущие здесь когда-то были. На пороге, привязанная цепью к старому столбу, сидела собака. Ее шерсть была грязной, а глаза казались полными боли и страха. Ее тело дрожало от холода, как будто каждая капля дождя на ее шкуре становилась тяжелой ношей. Будучи потерянной и брошенной, она была заключена в собственные страдания. Единственная надежда светилась в ее глазах, когда она пыталась привлечь внимание проходящих мимо людей, но, к сожалению, никого не встречала. Рядом с ней, словно призраки из прошлого, скакали щенки. Они были слипшимися от сырости, с неразвитыми глазками, безмолвно пытаясь найти тепло у своей уставшей матери. Каждый раз, когда они тихо повизгивали, Мира чувствовала, как ее сердце разрывается на части. Сознание того, что эта собака и ее щенки нуждаются в помощи, остановило ее. Она не могла просто проехать мимо и оставить их на произвол судьбы. Собравшись с силами, Мира подошла к собаке. Она нагнулась и, нежно погладив ее по голове, сказала: «Все будет хорошо, я тебя спасу». Собака посмотрела на нее с некой искоркой надежды, точно так же, как ребенок глядит на мать в тревожные моменты. Но вскоре ее внимание переключилось на щенков, которые прижимались друг к другу в поисках тепла и комфорта. Мира поняла, что сейчас ей нужно найти человека, который мог бы помочь ей освободить эту собаку и ее щенков. Она вспомнила о соседях, которые говорили о неприятном мужчине с неподалеку, у которого был приют для животных. К сожалению, этот мужчина оказался человеком безжалостным. Когда Мира объяснила ему ситуацию, он отказывался помогать, утверждая, что собака не стоит усилий. Его холодный взгляд был полон пренебрежения, что выдавало в нем всю душевную пустоту. Слова, которые выходили из его уст, ранили ее сердце, как осколки стекла. «Сколько?» – спросила она, чувствуя, что гнев начинает закипать внутри, заполняя ее разум. «200 рублей», – произнес мужчина, скрестив руки на груди. Его лицо не выражало никаких эмоций, лишь безразличие к страданиям животного. Собравшись с мыслями, Мира достала последние деньги из кармана и передала их ему. Мужчина, не задумываясь, отвязал собаку от столба, словно это была просто вещь, а не живое существо. Мира схватила собаку за поводок и, держа щенков на руках, поспешила прочь, пока дождь струился по их лицам и мокрым щенячьим шерсткам. Когда Мира вернулась домой с собакой и щенками, в ее сердце царила радость, переплетенная с тревогой. Она включила обогреватель, чтобы согреть их, и принялась готовить еду. Ласка, так она назвала собаку, быстро принялась за еду, начинав жадно есть. Однако ее дрожащий хвост выдал ее страх. Она не могла поверить, что теперь она в безопасности. Мира тщательно следила за тем, чтобы создать уютную атмосферу. Она расстилала пледы по полу, ставила кормушки и миски с водой, чтобы дружная семья могла комфортно разместиться. Ее дом, когда-то пустой и бездушный, вдруг наполнился энергией и звуками жизни. Чарующий смех, лай щенков и с нежностью трепетавшая ласка превратили ее жизнь в один большой волшебный момент.
Каждый раз, когда Ласка выказывала неуверенность или хотела уйти, сердце Миры сжималось, и она старалась создать обстановку, где было бы только тепло и понимание. Несмотря на усталость, почти не спала, прислушиваясь к дыханию щенков. Они тихо посапывали в углу, и этот звук был для нее как песня, напоминание о том, что за тяжелым испытанием пришли теплые ночи. Сердце ее наполнялось теплом, когда она осознала, что щенята теперь в безопасности, и эта простая мысль приносила ей успокоение. Прошло несколько дней, прежде чем Ласка начала доверять Мире. В один ясный, теплый день она осмелилась выйти во двор, следуя за хозяйкой. Ласка осторожно исследовала новый мир вокруг себя. Ей было интересно, что скрывают деревья и цветы ее окружения. Мира радовалась этому шагу вперед, ведь каждый момент доверия для них обоих был важен. Тем временем щенки начали расти. Они открывали глаза, делали первые шаги, и в доме заполнили звуки их веселого лая. Улыбка не покидала лицо Миры. Она бродила по дому, наполняя его старыми игрушками и мягкими подстилками, чтобы каждый мог почувствовать себя частью огромной, дружной семьи. Ласка, хоть и с некоторой настороженностью, наблюдала за маленькими созданиями, которые оживляли ее жизнь. Эти милые создания научили ее, что жизнь не останавливается, а лишь меняется, и она вновь обрела смысл. Каждый день был полон мелких чудес. Мира начала замечать, как Ласка медленно восстанавливается и все более открывается миру. Она чаще играла со щенками, и их веселый лай наполнял дом атмосферой счастья. Мира часто думала о том, как важно было позволить любви занять свое место в их жизни. Чувство единства с Лаской начало крепнуть, и каждый день они открывали друг для друга новые грани дружбы. Пришло время искать новые семьи для щенков. Мира знала, что это будет непростое решение. Она фотографии малышей размещала на различных ресурсах в интернете и задумывалась о том, какие чудесные жизни ждут их впереди. Каждая фотография щенка была пронизана теплом, однако каждое прощание вызывало непростые эмоции. Слезы катились по ее щекам, и еле сдерживаемый смех сливался с грустью, когда она прощалась с каждым из них. Но, зная, что делает правильно, она с искренними пожеланиями прощалась с каждым щенком, отпуская их в новую жизнь. Каждая разлука напоминала ей, что иногда для того, чтобы быть счастливым, нужно позволить уходить тем, кого любишь. Объединение с новыми людьми могло бы подарить им то, чего они заслуживают. Надежда и радость переполняли ее, зная, что ей удалось сделать маленькое чудо. Ласка осталась с Мирой, и они стали неразлучны. Каждое утро они просыпались вместе. Ласка нежно прижималась к своей хозяйке, будто так и задумано. Ее доверие неуклонно росло. Ласка не просто обрела семью, она нашла веру в мир вокруг, открываясь, как цветок, распускающий свои лепестки на солнце. Однажды, возвращаясь домой после долгого рабочего дня, Мира увидела 3 щенков, оставшихся на обочине дороги без матери. Они были такими же, как и Ласка в тот день, когда ее нашли, замерзшими, испуганными и потерянными. Сердце ее забилось быстрее, в ней вновь вспыхнули воспоминания о том, каким ужасом и горем были полны ее первые дни вместе с Лаской. С каждым шагом ее эмоции колебались между страхом и надеждой, но она знала, что не сможет оставить этих крошечных существ на произвол судьбы. Опустившись на колени, она попыталась заверить щенков, что будет рядом, что они теперь в безопасности. Она осторожно подобрала их и, обратившись к Ласке, произнесла: «У нас теперь большая семья, Ласка». Когда Мира привела новоиспеченных щенков в дом, она ожидала, что Ласка будет недовольна. Однако все произошло наоборот. Ласка приняла их с материнской добротой, обнюхала каждого, как будто все они были ее собственными. Она осторожно положила щенят рядом с собой, укрывая их своим теплом. Мира восхищалась тем, как Ласка действовала. В тот момент она осознала, что животные способны прощать и любить даже после страданий.
Ласка стала не только спасенной, но и спасительницей, которая смогла подарить любовь и понимание щенкам. Она напоминала Мире о том, что даже самые отчаянные моменты можно преодолеть, если есть поддержка и дружба. Время шло, и каждый день приносил новые впечатления. Мира всегда вспоминала, как впервые встретила Ласку. Она держала в руках старый ошейник, который был у собаки прежде, напоминание о ее страданиях и о пути, который они прошли вместе. Этот простой предмет стал символом надежды и спасения. Он показывал, что любовь действительно способна вытащить из любой ямы, если только у человека есть смелость и желание. Ласка лежала рядом, положив голову на колени Миры, дыша ровно и спокойно. Мира гладила ее по шерсти, чувствуя, как в этот момент уходит вся тревога. Когда они сидели в уютном молчании, разрываемом лишь звуками щенков, она поняла, что даже одно прикосновение может изменить жизнь и разбудить в ней новые ощущения. Ласка и щенки стали не только ее защитниками, но и верными спутниками на этом длинном пути. В ее жизни Ласка стала не просто другом, а родным существом, научившим ее ценить простые радости. Семья, состоящая из Миры, Ласки и щенков, стала олицетворением тепла и надежды, а их общие дни были полны смыслом. Каждый момент, проведенный в их обществе, становился волшебством, а доверие, которое они выстраивали, стало глубиной их дружбы. Этот опыт позволил Мира увидеть, как животные могут научить людей быть добрее и открытыми, и что каждый может найти свою истинную семью в самых неожиданных местах, если только будет готов открыть свое сердце.